Джозеф Аддисон. Публицист, драматург, эстетик, политик и поэт, который стоял у истоков английского просвещения. Умный человек счастлив, лишь когда удостаивается собственной похвалы. Дурак же довольствуется аплодисментами окружающих. Молчание иногда более многозначительно и возвышено, чем самое благородное и самое выразительное красноречие. Те мужчины, которые с наибольшим уважением относятся к женщинам, обычно редко имеют у них успех. Уверенность в том, что ты любим, смягчает страдания разлуки. Последнее, прости, даже теряет свою горечь, когда в нем еще слышится отзвук любви. Человек отличается от всех других созданий способностью смеяться. При помощи физических упражнений и воздержанности большая часть людей может обойтись без медицины. Остроумно написанный памфлет «Точно отравленная стрела», которая не только наносит рану, но и делает ее неизлечимой. Евреи подобны гвоздям и заклепкам в многоэтажном здании. Сами по себе большой ценности не представляют, но без них здание не устоит. Без постоянства не может быть ни любви, ни дружбы, ни добродетели. Расчетливому и равнодушному хитрецу проще убедить женщину, что он ее любит, и преуспеть, чем страстному влюбленному с его пылкими выражениями чувств. Два человека, избравшие друг друга среди всех прочих людей ради того, чтобы приносить друг другу любовь и поддержку, обязаны проявлять чувство юмора, приветливость, благоразумие, умение прощать, терпение и радушие, должны помнить о том, как хрупка и непрочна жизнь человеческого существа, и уважать друг друга до конца своих дней. Злословие и насмешка – вот что пользуется у публики неизменным спросом. Для счастья нужно что-то делать, кого-то любить и во что-то верить. Зачаточным умением каламбурить наделены, в сущности, все. Только у обычных людей эти ростки остроумия сдерживаются логикой, здравым смыслом, а у человека талантливого они дают пышные всходы. Человек, который наделен даром насмешки, имеет обыкновение придираться ко всему, что дает ему возможность продемонстрировать свой талант. Гордость приходит от недостаточного размышления и незнания самого себя. Читатель прочтет книгу с гораздо большим удовольствием, если будет знать, кто ее автор, негр или белый, холерик или сангвиник, женатый или холостяк. Аргументам, исходящим из прелестного ротика, перечить трудно.
Взрослея, мы становимся серьезнее, и это, позволю себе заметить, первый шаг к тому, чтобы поглупеть. Расчетливому и равнодушному хитрецу проще убедить женщину, что он ее любит, и преуспеть, чем страстному влюбленному с его пылкими выражениями чувств. Истинное счастье по природе своей любит уединение. Оно враг шума и роскоши, и рождается главным образом из любви к самому себе. Трус – это человек, который в минуту опасности думает ногами. Чем лучше человек, тем он мягче и снисходительнее к недостаткам других. В беседах с глазу на глаз между близкими друзьями, мудрейшие люди очень часто высказывают весьма слабые суждения, потому что разговор с другом – это то же самое, что мысли вслух. Истинный юмор умеет сохранить серьезную мину, тогда как все вокруг покатываются со смеху. Фальшивый же, напротив, смешлив, зато серьезны те, кто ему внимает. Всегда есть что сказать в оправдание обеих сторон. Зависть и придирчивость – естественные плоды лени и невежества. Веселье – это манера поведения, тогда как радость – это привычка ума. Веселье краткосрочно, радость же постоянна и неизменна. Смысл истинной дружбы в том, что радость она удваивает, а страдания делит пополам. Я пытаюсь оживить мораль остроумием и умерить остроумие моралью. Раздельный кошелек у супругов – вещь столь же неестественная, как и раздельное ложе. Если желаете добиться в жизни успеха, сделайте настойчивость своим лучшим другом, опыт мудрым советником, осторожность старшим братом, а надежду ангелом-хранителем. Слова, если только они хорошо подобраны, обладают такой силой, что описанное на бумаге нередко производит более яркое впечатление, чем увиденное воочию. Книги – это имущество, завещаемое умом человечеству, предназначенное для передачи из поколения в поколение, на пользу тем, которые со временем родятся. Жизнелюбие – лучшее, что может быть для здоровья тела и духа. Душевная удовлетворенность – величайшее благо, которое человек может обрести в этом мире. Самое важное и самое трудное для мощного духа – это уметь сдерживать себя. Пруд спокойно стоит в долине, но чтобы сдерживать его, нужны горы. Трудно себе представить, что сталось бы с человеком, живи он в государстве, населенном литературными героями.
Я всегда предпочитал радость веселью. Веселье – это манера поведения, тогда как радость – это привычка ума. Веселье краткосрочно, радость же постоянна и неизменна. Самые неисправимые пороки – это те, которыми упиваются. Если желаете добиться в жизни успеха, сделайте настойчивость своим лучшим другом, опыт мудрым советником, осторожность старшим братом, а надежду ангелом-хранителем. По кладбищам, могильным плитам и эпитафиям можно судить о нации, ее невежестве или благородстве. Без постоянства не может быть ни любви, ни дружбы, ни добродетели. Ничего люди не принимают с таким отвращением, как советы. Расчетливому и равнодушному хитрецу проще убедить женщину, что он ее любит, и преуспеть, чем страстному влюбленному с его пылкими выражениями чувств. Когда на трон садится добрый монарх, самое время издавать законы против беззакония власти. Раздельный кошелек у супругов – вещь столь же неестественная, как и раздельное ложе. Когда душа видит сны, она театр, актеры и аудитория. Гордость происходит от недостаточного размышления и незнания самого себя. Молчание иногда более многозначительно и возвышено, чем самое благородное и самое выразительное красноречие, и во многих случаях свидетельствует о высоком уме. Мы отмаливаем грехи и пороки, предоставляя решать Всевышнему, что может значить и то, и другое. Имея мертвецы возможность прочесть хвалебные надписи на своих надгробиях, они бы умерли вторично от стыда. Нет в природе явления более разнообразного и многоликого, чем женский головной убор. Зачаточным умением каламбурить наделены в сущности все. Только у обычных людей эти ростки остроумия сдерживаются логикой и здравым смыслом, а у человека талантливого они дают пышные всходы. Джозеф Аддисон. Цитаты и афоризмы. Напишите, пожалуйста, в комментарии, какая из цитат вам больше всего понравилась. Пожалуйста, не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал.